Здравствуйте, это канал mskminer.com. В этом видео мы расскажем о нашей прошивке на S21, пройдемся по всему функционалу. Мы смогли добиться максимального разгона на стоковом блоке питания 235,5 терахаш при потреблении 4632 Вт. Вот показания на электронной розетке Sonoff: 4685 Вт, разница с веб-интерфейсом 50 Вт. Энергоэффективность получается при таком разгоне порядка 19,7 джоуля на терахаш. Майнер работает уже 3 дня и 23 часа. По графику можно увидеть, что после автотюна на 230 терахаш работает стабильно. В этом меню можно выбрать отображение графиков за последние 12-24 часа, либо целиком все время. Здесь на графике видна просадка, мы обновляли версию прошивки. Вот до обновления 235 621 гигахэш, и после обновления практически точно так же. Небольшие колебания хешрейта происходят из-за чувствительности к внешним условиям. На протяжении последних 3 дней меньше 235 терахаш, хешрейт не опускался. Также на графике можно посмотреть хешрейт за все время, по часам или по дням. Здесь стандартное отображение пулов, а при нажатии кнопки Full Info можно увидеть полную таблицу с пулами. На этой странице в дашборде есть возможность переключения на чипы, либо на хешрейт для визуального отображения, или мониторинга состояния чипов при ручной настройке. На всех чейнах можно переключить. Здесь стандартное поле автотюна TuneLog. Можно смотреть, как настроилось на 235 терахаш. Вот все доступные профили. Наша прошивка поддерживает замену блока питания от T21. Также доступен автотюн по ваттам. Все доступные функции по хэшбордам находятся в чайн-менеджменте. Здесь можно изменить вольтаж, частоту или на каждом чайне сделать индивидуальную настройку. Можно включить маску отображения температуры на каждом чипе. Здесь можно посмотреть в зависимости от нагрева, где лучше или хуже промазаны чипы пастой. За счет этого можно делать диагностику из коробки. Если хотите большой разгон, для этого нужно снять радиатор, промазать пастой дополнительно чипы. При тестировании T21 мы столкнулись с тем, что из коробки на 4 чипах просто не было пасты. Здесь можно увидеть, как это было на фотографии. Как выглядела карта температуры чипов. И что было на самой плате. Также можно включить маску, отображающую вольтаж на каждом чипе. Это удобная функция для сервисных центров, или стандартное отображение хешрейта на каждом чипе. Здесь можно изменить частоту домену или отдельно на каждом чипе. Здесь минимальная и максимальная температура чипов на этой плате. Без включения маски доступно всегда. Advanced Settings – температура удержания, температура перегрева, сценарии. При перегреве автоматический downscale и upscale. В этом случае при достижении максимальной температуры автоматически будет понижать мощность, шагом на 300 Вт, пока внешние условия не позволят вернуться обратно на ту мощность, на которой произошел перегрев, автоматически все восстановится. Также доступно меню Sleep. При перегреве есть возможность выбора времени слипа от 5 минут до 12 часов. В этом случае, при достижении температуры перегрева на чипах, устройство будет засыпать на выбранное вами время. А также возможно стоковое поведение рестарт при достижении максимальной температуры. По дефолту используется downscale-upscale. Опционально по вашему желанию вы можете изменить эти настройки. Также доступны стандартные функции. Miner Settings – смена пароля, смена Network настроек. Вы можете добавить от Fee до 20%. Эта галочка позволяет спрятать Fee Pool. Во вкладке «Менеджмент. Возврат на сток», остановка майнинга, рестарт, ребут, сброс настроек, апгрейд прошивки. В верхней части Locate для поиска майнера в стойке, светлая и темная тема, выбор языка русский или английский. Доступные логи здесь. Спасибо за внимание, до скорой встречи на нашем канале в следующих видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если у вас остались вопросы или предложения, пишите нам в телеграм-канал технической поддержки или комментарии под видео.